Это видеообзор на лучший высококачественный повербанк для Steam Deck OLED, который вы можете приобрести в 2024 году. Anker 737 повербанк емкостью 24 тысячи мАч. Он может выдавать чистую мощность 140 Вт, что с головой хватит для зарядки Steam Deck. На коробке есть QR-код для проверки валидности повербанка, который позволит определить оригинальность товара. Корпус повербанка пластиковый, передний торец выполнен из имитирующего по тактильным ощущениям алюминия. Боковые части повербанка сделаны приятными на ощупь серебристой текстурой. Также на одной из боковых граней есть кнопка для переключения экранов и управления повербанком. Сверху под защитной пленкой расположен ЖК-экран. В комплекте имеется USB-C кабель, инструкция и мешочек для переноски. Теперь посмотрим, сколько в действительности весит Anker 737. На кухонных весах отображается 633 грамма. Данное измеренное значение совпадает с паспортными характеристиками повербанка. С 0 до 100% Anker 737 заряжается за 1 час 45 минут. При этом заряжаю я его оригинальным зарядным устройством от Steam Deck OLED, который выдает 45 Вт. Теперь протестируем, за какое время зарядится Steam Deck OLED. Подключаю кабель в первый USB-C порт повербанка и другой конец в Steam Deck. Текущий заряд повербанка 96%. Видим, как индикатор мощности на повербанке набирает обороты до 45 Вт. Текущий заряд Steam Deck 14%. На Steam Deck OLED отображается информация, что до полного заряда консоли осталось 1 час 20 минут. В процессе заряда также можно играть в игры, но зарядка будет идти дольше. На втором экране Anker 737 показывает температуру нагрева повербанка, сейчас 24 градуса, здоровье батареи, количество циклов заряда, количество использования экрана. Прошло 30 минут, и повербанк разрядился с 96% до 62% на 34%. И время, на которое хватит этого заряда при энергопотреблении 45 Вт, 1 час 6 минут. На Steam Deck при этом отображается информация, что консоль зарядилась на 60%, и до 100% осталось 32 минуты. Прошло 70 минут. Повербанк разрядился до 35%. При этом энергопотребление снизилось до 15 Вт. И этого заряда хватит на 1 час 25 минут. Повербанк нагрелся до 30 градусов. Steam Deck при этом зарядилась на 91%, и время до окончания заряда 19 минут. Это ожидаемо, потому что с 90 до 100% срабатывает ограничение заряда, чтобы аккумулятор деки сохранился лучше. Не рекомендую заряжать Steam Deck до 100% и разряжать меньше, чем до 10%. Так ваш аккумулятор прослужит гораздо дольше. Перейдем к обзору чехлов, которые совместимы с этим повербанком Anker 737. Оригинальный чехол Steam Deck, на удивление, отлично держит повербанк с помощью резинки во внешнем отсеке. Anker 737 помещается как с чехлом, который идет в комплекте с оригинальным футляром Steam Deck OLED 1 ТБ, так и без него. При этом резинка держит повербанк очень плотно, и если попытаться потрясти чехол, повербанк держится там очень плотно и надежно. А вот с футляром от GS AUX, который я купил отдельно на Озоне, Anker 737 не дружит и не помещается. Изначально я заказывал третью версию, она была более вместительная, но китаец на Озоне меня обманул и прислал другую версию футляра.
При этом в карточке товара на Озоне отображается именно третья версия футляра. И вернуть чехол я теперь не могу, потому что стоимость обратной пересылки в Китай 3500 рублей при стоимости чехла в 1600 рублей. И вот посмотрим, что пишут люди. Товар на картинке отличается от того, что в итоге прибыло, внутреннего отдела нету, как показано на картинке. И дальше второй отзыв. Обман. Товар отличается от того, что на картинках. Подставка перекрывает воздухозаборник, оставляет свободным 1,5 отверстия. В таком положении Steam Deck нагревается. Нижняя корыта не открывается, так как пришита наглухо. Что-то положить можно только в центральную нишу нижней половинки, вместимость которой лишь немного больше, чем у оригинальной Steam Deck. Помимо зарядки с наушниками влез крошечный USB-хаб и все. Маленькую мышь, клавиатуру, HDMI кабель и нормальную подставку все равно придется переносить отдельно. Вес пустой сумки почти полкило. Вот ссылка вверху на этого продавца, на этот товар. Вот его карточка. Обходите стороной этого продавца, потому что он обманывает и присылает, по крайней мере, мне и другим людям. Многих он обманул, прислал не то. А вот как выглядит карточка товара на официальном сайте JSAUX. Видно, что здесь огромная ниша, куда ты можешь положить повербанки, зарядку, USB-хаб и так далее. Docking Station. Но здесь прям видно, что тоже есть логотип. И также есть такая таблица. Оказывается, этот чехол у нас поставляется в 3 версиях одновременно. То есть существует 3 версии. Также тут есть таблица с версиями этого чехла. Оказывается, существует 3 версии. И 3-я версия как раз имеет самый большой storage space, куда ты можешь положить все свои аксессуары. И также Protective, то есть защита, улучшена. И, видимо, китаец, который на Озоне, он прислал именно 2-ю версию кейса. Тут показывается, что усиленная, утолщенная EVO пена, которая будет смягчать удары. И только этот чехол поможет вам защитить Steam Deck от сильного удара, в отличие от других, которые прогибаются при нажатии и могут привести к тому, что стекло на экране лопнет. И такая сравнительная таблица. Здесь у нас как раз указана модель, вот 2-я версия BG0102 и 3-я версия, которая имеет больший объем. 1-я версия и 2-я версия — это BG0102 и BG0103. Здесь количество слоев защиты 1 слой. И storage space здесь видно, что гораздо меньше. 170 на 110 на 30, в отличие от версии BG0106. Здесь double layer защита и 300 на 130 на 30 мм. Также в комплекте идет UK плаг зачем-то, не знаю зачем. И вот еще есть сумочка такая классная BG0105. Здесь еще больше storage space, 350 на 140 и на 130. Но здесь точно все поместится. Еще здесь есть охлаждающие кулеры внутри. Можно, в принципе, взять такую сумку, но, опять же, ты ее в руках просто так не будешь таскать, в отличие от вот этого футляра. Футляр ты можешь взять в руку и таскать как бы. А сумку придется тебе крепить через плечо, чтобы ее нести. Хотя можно и просто ее носить, но тогда будут эти лямки болтаться. Вот такая неразбериха с этими товарами. Мне пришел такой вариант, то есть 2-я версия модели. Когда ты сюда кладешь Anker 737, он как бы помещается, но выступает по высоте. И если тебе надо положить Steam Deck и закрыть там все штуки, даже вот эти закрывашки, они не умещаются, даже не дают на экран как бы закрыть монитор Steam Deck. Поэтому приходится их вниз как бы подкладывать. И сам футляр, соответственно, тоже не закрывается. Получается, что Steam Deck выше на уровень. Так, и в отзывах на официальный JSAUX футляр также видно, что есть логотип на картинках, а в отзывах видно, что у людей даже помещается Anker 737. Вот если посмотреть фотку у человека, который приобрел этот чехол, то все становится очевидно.
Вот у него анкер. Сюда он еще поместил зарядку на 140 ватт. Еще поместил свой USB-хаб для Steam Deck. Ну и провод. Все у него хорошо поместилось. Ну и вот здесь есть обзоры, как вообще выглядит эта версия с большим storage space. Это делали люди, которые уже купили эти чехлы, эти футляры на Амазоне. Видно, что человек может поднять нишу, и там будет дополнительное пространство, даже есть бирка, с которой можно поднять, и, соответственно, туда можно все сложить. Но, опять же, это такое решение, но гораздо лучше, чем то, которое было во втором варианте. Сюда можно положить, все что угодно, и зарядку, и кабель, и все остальное. И также, то есть, фирменный логотип присутствует JS-AUX, чего не скажешь про ту версию, которую мне китаец отправил. Anker 737, вещица недешевая. На момент обзора он стоит 15 тысяч рублей на Озоне, и гораздо выгоднее вы можете купить в других зарубежных онлайн-магазинах, например, в Дубае, за криптовалюту эфириум. Он мне обошелся в $116, плюс $16 комиссия эфириума с доставкой. Это примерно 11 тысяч рублей. В этом видео я не буду проводить углубленные электрические тесты, а также не буду тестировать работу пауэрбанка в режиме непрерывной зарядки, так называемый Trickle Charging Mode. Да, он поддерживает и такой режим. Этот режим может пригодиться для других маломощных девайсов, и активируется этот режим двойным нажатием на кнопку. Но для Steam Deck этот режим не нужен. Этот режим пригодится, если вы хотите заряжать, например, беспроводные наушники. В итоге я вам советую все-таки этот пауэрбанк Anker 737, он достаточно качественный, он вам прослужит многие долгие годы, гарантия на него официальная 2 года, Озон дает гарантию 1 год. Ну и тоже не заряжайте до конца пауэрбанк, чтобы сохранить аккумулятор, и не разряжайте его до нуля, чтобы аккумулятор не ушел в глубокий разрядный сон. Для Steam Deck этот пауэрбанк достаточно хороший, также он подходит и для ноутбука, если у вас есть какой-нибудь ноутбук, который поддерживает зарядку от пауэрбанков по протоколу Power Delivery. Этот пауэрбанк вам также пригодится. Пишите свои комментарии, что думаете насчет этого пауэрбанка. Я также смотрел различные обзоры на другие пауэрбанки. Многие покупают для Steam Deck пауэрбанки на 65 Вт и с технологией Power Delivery 3.0. Например, те же самые Baseus, но потом они у них выходят из строя и долго не живут. Поэтому я решил взять самый топовый пауэрбанк, который уже гарантированно не сожгет мою Steam Deck и не приведет к фатальным прогарам гнезда и к выводу аккумулятора Steam Deck из строя. Поэтому этот пауэрбанк, он вообще совместимый со Steam Deck по всем параметрам. И очень удобно смотреть, сколько остается заряда прямо на самом пауэрбанке. Очень информативный экран, полезный. Anker 737 хватает, чтобы зарядить Steam Deck OLED примерно за час 30 минут до 100%. При этом остается 30% заряда. Минус в том, что он тяжелый и весит 633 грамма. Так что я вам советую этот пауэрбанк, если у вас есть средства на покупку этого девайса. Это достаточно хорошее вложение денег.